Нам потребуется всего несколько минут для того, чтобы научиться создавать подобные изображения с помощью Midjourney. Для начала нам необходимо зарегистрироваться в Discord. С помощью Discord мы как раз и будем создавать либо генерировать свои изображения. Discord — это что-то наподобие WhatsApp, а также он создан для общения. После того, как вы зарегистрировались в Discord, вам необходимо перейти на сервер Midjourney. Как это сделать? Можно перейти по специальной ссылке, она находится под этим видео, либо просто в поиске серверов вбить Midjourney, и вы тут же найдете, соответственно, сервер Midjourney. Нажимаем «Принять приглашение», и все. После этого мы переходим как раз на сервер Midjourney. Здесь нам необходимо найти, либо ознакомиться для начала с инструкцией, которую предлагает сам Midjourney, либо найти так называемый генератор изображений. Здесь выбрать любой раздел, который вам больше всего по душе, и ввести специальный промпт для создания изображений. Значит, промпт должен всегда начинаться вот с такой фразы Imagine Prompt. Imagine Prompt, и сюда мы вводим то, что мы хотим получить в конечном итоге от Midjourney. Промпт мы всегда должны вводить на английском языке, но вы в любой момент можете воспользоваться Google Translate и, соответственно, создать себе тот промпт, который вы хотите. Например, я хочу видеть предпринимателя, который будет стоять на вершине горы и смотреть на горы с вершины горы. Этот предприниматель должен сигнализировать успех. Также я ввожу, что изображение должно быть максимальной четкости, наиболее реалистично. Плюс мы должны использовать последнюю версию Midjourney, в данном случае это 6.1. И, соответственно, мы выбираем формат нашего изображения. Я выбрал формат 16:9. Это что-то наподобие заставки для YouTube канала. После этого Midjourney начинает генерировать либо создавать наше изображение. После того, как он создал наше изображение, мы, соответственно, выбираем тот вариант, который нас наиболее устраивает. Этот вариант тут же детализируется и, соответственно, появляется в большем качестве. Например, я вот выбрал вариант номер 4, и он мне, соответственно, показал вариант номер 4. Здесь также есть возможность отредактировать это изображение. Например, мы можем увеличить это изображение и повысить его разрешение. Либо мы можем увеличить детали в этом изображении, и, соответственно, Midjourney нам сгенерирует новое изображение. Также мы можем попросить у Midjourney сгенерировать наиболее подходящие варианты с этим изображением, либо с отдельной частью этого изображения. Увеличить изображение в несколько раз, в 2, в 4, либо в большее количество раз. И все. То есть буквально за несколько минут мы с вами только что создали изображение с помощью Midjourney. В описании к этому видео есть ссылка на мой телеграм-канал. Там больше 10 тысяч различных идей для вашего изображения в Midjourney, либо промптов для ChatGPT.